привет, мои дорогие дружище! Сегодня мы продолжаем работу над моей аркадой. Как я обещал, я приобрел мониторчик. Изначально я думал взять 22 дюйма, но потом посмотрел и решил, что 24 дюйма диагональ будет получше. Я уже выбрал, какой холодильник я хочу установить свою аркаду, поэтому я знаю все нужные мне размеры. Соответственно, я могу начать собирать саму коробку аркады. Чем, так сказать, сегодня я и займусь. Монитор я взял не самый дешевый, но и не самый дорогой. Какой-то такой оптимальный вариантик. Сейчас я его распакую и начнем работу. Вот он, наш мониторчик. Идеально. Для начала из оставшихся обрезков я напилю реечек, думаю, по сантиметра полтора. Они пригодятся мне в дальнейшем, и вы увидите зачем. Сегодня вместо лобзика я буду использовать циркулярочку. Она может как инструмент выглядеть и пострашнее, но ей можно сделать идеально прямые линии, что сделать лобзиком трудно. Но закругленные линии ей не сделаешь, так что везде свои плюсы. Вот у меня получились такие аккуратненькие реечки. Сейчас мне нужно опять же вернуться к боковым панелям и опять же начертить на них те же самые линии, что я чертил в прошлый раз. В этот раз будет это немножко попроще сделать. И тогда я смогу прикрутить в необходимых местах уже эти реечки, к которым будут крепиться уже остальные детали. Значит, по длине мой монитор 55,5 сантиметров. С каждой стороны мне надо еще по примерно 5 сантиметров, чтобы уместить все крепежи и тому подобное. Значит, ширина моей аркады будет 65,5 сантиметров. Значит, первая деталь, которую я сейчас выпилю, будет пол и самая верхняя часть. И тогда я смогу скрутить всю коробку вместе, и мне будет примерно понятно, как это все будет выглядеть. У меня есть вот такая очень удобная вещь. Это рельса для моей циркулярки. И, грубо говоря, край циркулярки просто упирается в эту часть. И сама пила идет ровно по этому краю. Поэтому с этой штукой очень легко выпилить очень прямую линию с циркуляркой. Как видите, получается идеально ровный край. Этим я и люблю циркулярную пилу, что край отрезан всегда очень ровно и аккуратно. Сейчас мне понадобятся те реечки, которые я выпилил ранее. Они будут служить как направляющие, к которым будут крепиться остальные части этой коробки. Возможно, у меня не очень хорошо получается выражать свои мысли, но я думаю, что сейчас вы поймете, что происходит. Ну вот, я прикрутил эти рейки, и теперь, я думаю, понятно, что я имел в виду. Значит, следующие панели уже будут крепиться непосредственно прямо к ним. Вот я повторил ту же самую операцию со второй панелью. Сейчас я наконец-то смогу вставить вверх и вниз, и примерно увидеть, как это будет выглядеть в конечном результате, какой размер у меня получится. Вот примерно такого размера получается моя аркада. Довольно не маленькая, но это даже хорошо. Должно получиться, по-моему, просто идеально. Вот размер экрана, он сюда вписывается просто то, что надо. Я очень доволен тем, как это все складывается, но уже довольно поздно, поэтому мне пора домой, и мне придется продолжить завтра или послезавтра. Ну, для вас это будет через 1 секунду. Так, сегодня мы продолжаем. Заранее извиняюсь за свою красную харю, я весь день был на улице, и почему-то после улицы у меня всегда красное лицо. Но вчера я заехал в мастерскую, хотел поснимать видео и понял, что я забыл карты памяти. Но я все равно чуть-чуть поработал, сделал панель для экрана и уже установил туда экран, что я сейчас вам и покажу. Значит, вот так выглядит эта панель.
Значит, сзади это выглядит вот так. Я долго не мог придумать, как сделать, чтобы монитор держался на панели, и потом я обратил внимание, что на нем есть 4 выемки под болты. Поэтому я сделал вот такую вот конструкцию, которая держит монитор на месте. Еще я утопил его в саму фанеру примерно на 5 мм. Сделал специальные выемки с помощью циркулярной пилы. Поэтому он немножко утоплен в саму фанеру, чтобы он был поближе сюда. Ну вот так он выглядит. Сегодня я хочу сделать панель, которая будет тут, панель, которая будет тут, на которой будут установлены динамики, и вот эту панельку тут. И может быть еще панельку здесь, панельку здесь. Короче, тут много еще работы. Ну, сейчас мы с вами начнем заниматься. Кстати говоря, холодильник уже тоже тут, он стоит там. Я не хочу его сюда тащить, чтобы тут было побольше места. Еще одна вещь, которую я сегодня заехал и купил, это 2 больших листа пенопласта, которые я смогу положить на свой верстак и смогу пилить циркулярочкой прямо сверху, и мой как бы стол не будет портиться. Но сейчас вы увидите, что я имею в виду. То есть раньше, если мне пилить циркуляркой, мне надо было сдвигать фанеру и смотреть, чтобы пила не задела стол, то сейчас я могу настроить глубины пилы, чтобы она не доставала до стола, и я пропиливала только пенопласт и скользить циркулярочкой прямо по столу. И мне не надо придерживать свисающий край того, что я отпиливаю, и в общем очень удобно. Subtle, signifying sonnets, not unlike low-flying comets. Evolving to love is loving to evolve. Revolvers releasing the round revolutions, entering earthlings, ending evolution. Decision is the devil, so I choose flakiness. I refuse to exist in a life for job and debts. Return to natural life and powers. Futuristic flow from unidentified flowers. Fast and your heart felt fast when I'm basking under spotlights. Human-sized microscope keep the rind tight and dope enough to choke. Invisible mics in a circle full of hope. Ну и вот все панели верхней части моей аркады готовы. До низа я пока не дошел. Эту часть я еще пока не прикручивал, потому что в нее будут устанавливаться кнопки и джойстики. Сюда я установлю колоночки. Здесь будет графика, здесь будет графика. Конечно, как бы есть где-то небольшие щелки, их не избежать в моем случае. Но это меня не пугает, потому что дальше я их аккуратненько подправлю и закрою. Обычно в аркадах, в оригинале, вот на этот край ставят специальный резиновый молдинг. Он такой немножко закругленный. Но в моей мастерской такие вещи строго запрещены. Поэтому я возьму вот эту наждачную машинку и аккуратненько закруглю и сточу все края. И никакого молдинга. Over-the-counter versions fell prey to addiction. Left a trail of victims from here to Hell's Kitchen. These vain people in chains without a conviction. Who says you're saved by the goods that you practice? So involved in the scriptures you read, you lost your head like China Baptist. Right side of the brain, cripples you like arthritis. Who do you know that'll rock a... Ну вот я закончил шлифовочку, получается все просто идеально. Сейчас я принесу холодильник, и мы посмотрим, как хорошо он влезет сюда. J-Rock who sit in shop. Plot developed from the previous night. Wake up show to a Kobe Bryant on a mic. I was like, it's only right for a collaboration by consolidated members of your crew affiliations. Visionaries, beat junkies. What's up to the forest hanging out in the trees? Conglomerate the musical. Примерно так я его установлю, но перед ним будет еще одна дверь, которую надо будет открыть, прежде чем у тебя появится доступ к холодильнику, а сверху над холодильником будет еще одна дверка, но там уже будет доступ ко всей электронике и для приемника для монет. Так, к сожалению, вчера уже было слишком поздно продолжать, поэтому
Я вернулся сегодня, и сейчас я начну работать над этими двумя дверками, про которые я рассказывал раньше. Первое, что я сделал, я установлю где-то тут перемычку сантиметров 10 между двумя дверками, и затем сделаю сами дверки. Поехали! Have you ever sat on an empty cliff with the sun and the stars and the sea adrift and ask yourself again, is this for me? Do you wish you had all the things you need? Do you wish you had all the things you see? And ask yourself again, is this for me? Is it enough now to be alone? Is it enough now to be on your own? Is it enough now to be alone? Is it enough now to be on your own? To be on your own, I do know. Sat on an empty beach with the sun and the stars and the sea so deep, and ask yourself again, is this for me? Do you wish you had all the things you need? Do you wish you had all the things you see? And ask yourself again, is this for me? Is it enough now to be alone? Is it enough now to be on your own? Is it enough now to be alone? Is it enough now to be on your own? To be on your own? Have you ever sat on an empty beach with the sun and the stars and the sea so deep, and ask yourself again, is this for me? With a piece of paper as blank as night. Ну вот и вторая часть нашего выпуска подошла к концу. Спасибо, что смотрите. В следующий раз мы установим сюда всю электронику, джойстики, кнопки, колонки, холодильник, подсветку и так далее и тому подобное. И, конечно же, сам компьютер. А также мы займемся графикой. Помогите моему каналу и подпишитесь, если вы еще не подписаны. Надеюсь, что этого не будет, но следующее видео может немножко задержаться из-за того, что электроника заказана из Китая, и как вы знаете, посылки из Китая могут занять какое-то время, но я думаю, что все придет вовремя, и у нас будет видео к концу следующей недели. И на этом все, еще раз спасибо, и до скорой встречи!